Приветствую вас, дорогие друзья! Недавно я хотела испечь пирог из лаваша, и обычно я его пеку на кефире или на сметане, но, к сожалению, на тот момент у меня не было под рукой этих продуктов, в холодильнике было только молоко. Я решила его использовать, и пирог получился очень нежный, вкусный, просто таял во рту, поэтому сегодня я хочу поделиться с вами этим рецептом. Досмотрите видео до конца, будет очень интересно. Готовится пирог невероятно быстро и легко. Нам понадобится 500 грамм пастообразного, очень нежного магазинного творога. Обычно я беру для этого рецепта 2% нежирный творог и разминаю его вилочкой. После этого отправляю в творог яйца. Обычно использую для этого рецепта 2 яйца. Тщательно перемешиваем творог с яйцами. После этого, для того, чтобы придать пирогу обворожительный аромат, я добавлю немного ванильного порошка. Его можно заменить, например, на ванильный сахар или ванильную эссенцию. Также сюда добавлю сахар. Пирог у нас сегодня сладкий. Сахар я всегда добавляю на глаз и по вкусу. То есть добавляю, друзья, и после этого пробую. Если меня все устраивает, оставляю так. И для контраста, для того, чтобы у пирога, у этой выпечки был еще более яркий, насыщенный, приятный вкус, обязательно добавлю щепоточку соли. И хорошенечко еще раз все перемешаю. Обычно на этом этапе я добавляю в творог либо кефир, либо сметану, либо смешиваю сметану с кефиром. Но сегодня, как я вам уже сказала, мы добавим молоко. У меня здесь 500 мл молока, процент жирности 3,2. Останется в конце добавить только изюм. Прежде чем добавить изюм в тесто, я его распариваю горячей водой около 2 минут. После этого горячую воду сливаю и обдаю холодной водой для контраста. Тогда он получается очень нежный и хрустящий. Можно смело добавить его в тесто. Количество изюма, друзья, зависит от ваших вкусовых предпочтений. В принципе, смесь для пирога уже практически готова, осталось только добавить лаваш. Я буду использовать вот такие небольшие обрезки из лаваша, которые можно нарвать еще на маленькие кусочки, и отправляем их в смесь. Если у вас нет таких кусочков, просто возьмите большой лист лаваша и проделайте то же самое. Этот пирог прекрасен тем, что для его приготовления можно использовать любые обрезки из лаваша, особенно когда вы уже не знаете, куда их деть. Они сюда идеально подойдут, и получится все очень вкусно и очень быстро. Листы лаваша бывают разной формы, разных размеров, поэтому я всегда добавляю на глаз. Тесто по консистенции должно быть примерно вот такое, как я вам сейчас показываю. Слишком сильно забивать лавашом не стоит, потому что все-таки он впитает в себя часть жидкости. И это обязательное условие для нашего пирога. Перед выпеканием я даже специально засекаю время, ставлю таймер. Нужно подождать 15 минут, чтобы разбух лаваш, впитал в себя немного молока. После этого мы его отправляем в духовку, то есть тесто, так как благодаря такому процессу пирог в итоге получится намного нежнее. На нашем канале есть много очень вкусных, интересных рецептов из лаваша. Я оставлю все ссылочки для вас в описании под этим видео. Пройдите, посмотрите, рецепты проверенные, и на самом деле мы их очень любим. Я надеюсь, что они вам очень понравятся. Смотрим, друзья, что происходит с массой для выпечки через 15 минут. Лаваш впитал часть жидкости, при этом масса все-таки не забитая. Здесь есть пространство, здесь есть жидкость. Это крайне важно для того, чтобы пирог оставался воздушным и просто таял во рту. Для выпекания буду использовать прозрачную стеклянную формочку, примерно 30 на 18 сантиметров, и смажу ее, обильно смажу кусочком сливочного масла. Быстренько отправляем массу для пирога в формочку, и после этого я ее слегка выравниваю, вот так, и можно еще помочь лопаточкой. Все, больше ничего добавлять не нужно, сахаром я не посыпаю, просто так, как вы видите, отправляю в духовку. Разогреваю духовку до 200 градусов и выпекаю пирог максимум 30-35 минут. После этого даю ему немного остыть, и можно им наслаждаться. Друзья, пирог невероятно ароматный, и он слегка поднимается, когда он очень горячий. Я только что достала его из духовки. Через пару минут он немного осядет, станет более плоским.
Он очень нежный, сверхнежный. Здесь изюм, и видны все слои лаваша. Рецепт предельно простой, все ингредиенты доступны. Я думаю, не составит ни малейшего труда его испечь и наслаждаться. Друзья, пирог просто восхитительный, тает во рту. Пришла к выводу, что на молоке он намного нежнее, во-первых, пышнее, выше. Стоит печь именно так. Просто нет слов, чтобы передать вам свой восторг. Попробуйте, обязательно расскажите ваши впечатления в комментариях под видео, я буду ждать. Я очень стараюсь. Всем заранее приятного аппетита, вкусного пирога, добра и здоровья. До очень скорого. Пока-пока.